That would be cool. Всех рад видеть, мои дорогие, с вами Ультра. Продолжаем прохождение игры Марта, и.т.п. Третий выпуск. Давайте уже проявлять пленочки. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Выберите фотографию. Угу. Слушайте, а снимков-то много, однако. Ну, давайте начнем, пожалуй. Вот с этой, наверное. Вот с этой вот. Да блин. Вот так вот. Нормально. Так, ну и начинаем, наверное... А, вот, да, еще же эту ткань надо. Хм. Так, теперь, какой снимок-то? Неужели прям все надо? Ну вот определенно вот эту фотографию, друзья. Стопудово. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Ну, друзья, нам нужно прежде всего, конечно, узнать, что там за служанка была. Так, отправиться к озеру. Задачка. Карта Таро выполнена. Еще найти ключи нужно. По поводу странной записки пока ничего. Ну и газету, естественно, мы читаем. По ходу сюжета.
Они все будут пополняться и пополняться. Ну, значит, наша задача сейчас отправиться к озеру. Правда, не совсем понимаю, как мы ее найдем. На озере живет дух белой дамы. Няня любила рассказывать мне о ней перед сном. Может ли быть в ее истории хоть капля правды? Ну, давайте отправимся туда, да посмотрим. Конечно, сомневаюсь. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Red filter for super high contrast photos. Все, друзья, выходим. О, These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. скрыться от их взгляда. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Так спросил бы отца, он бы рассказал. War. Always war. Even in paintings. Понятно. Что ж, выходим. Это лесопед. Так, ну раз нам к озеру, то определенно... нам нужно спуститься вот сюда. О, кстати, давайте двери-то эти проверим, да? Хорошо. Сейчас спускаемся вниз. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. А, это мы просто вышли сюда. Чё я обходил? Так. Давайте тогда сфотографируем. Размытое фото, да? Окей. It must have been Lapo, the dummy. There's little wonder why everyone thinks there's more than friendship between us. Лапо? Что за лапу? И вновь мы бежим к побережью. Вот даже при дневном свете жутковато это чаще. Но лес прекрасен, конечно. Но жуткий. А, я еще и заблудился, да? А, вот. Так, стопы. Это могилка? Серьезно, друзья, обратите внимание.
О, кстати, Таро. Перемешать. Погадать. Ага. Звезда. Отшельник. Умеренность. The solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. Гадание доступно не более раза в день. Ну, понятно. Что бы это значило? Ну, если она гадает, умеет гадать и делает это часто, то почему она не прокомментировала? Чего? Soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Проследить за солдатами? Что за безумие? Проследить, серьезно. А если кто гранату кинет в нашу сторону? У меня, друзья, очень странно. Так, а там ничего нет? Нет, друзья. А, это что такое? This is my dress, Ah. not Martha's. Now that I'm Martha, it's better left where it is for now. Хорошо, давайте взглянем на карту. А, вот куда нам надо. Так, по дорожке, по левой стороне нам нужно пройти. Давайте. Ушел не туда просто. Вот сюда получается, да? Ой-ой-ой! Ну это война, блин. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. Лапо. What have they done to you? Ну дела. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you.
Мгм. Давайте прочитаем записку. Письмо. Письмо. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Чего? Что за... Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought. Тогда я подумала, я умираю. Однако мне не было страшно. Напротив, я почти ощутила покой. А когда я вернулась, то снова оказалась посреди дурного сна. Такого сна, смысла которого я тогда не понимала. Марта, я верну тебе. Нет. Марта, я верну тебе твою судьбу. Нет. Внешность. Ох. I give you back your words. 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 I give you back your appearance. Теперь я вижу своими глазами. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart.
They questioned my presence since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Довольно креативненько, кстати, было. Такая постановочка. Так и знал. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Так и знал, что она проснется, и это был ее сон. Мои вещи. Новая глава похороны. 4 дня со смерти Марты. Да неужели? Дождались. Нет, ну может быть так и заведено было, что Жмурик 4 дня лежит в доме. Я не знаю этого. Но если это и так, то это очень жутко. Давайте посмотрим заданице. Ну, прочесть газету за 20 июля. Это вот следующий день, значит, получается, в нее не стреляли. Да. Задача. Они куда-то убрали мои вещи. Мне нужно найти письмо, лапа и готовиться к похоронам. Одеться для похорон, найти письмо, лапа, найти сумку. И все-таки где-то нужно раздобыть еще ключи. Но только где? И, наверное, все-таки вот эту одежду, да? Черную. Подойдет для траура. I would like to spend a moment with my sister.
just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Последнее прощание. Ну, конечно. Even more scary fairy tales. Ничего новенького нет, на что можно обратить внимание. А вот на стул. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Кстати, вот еще на картинку давайте посмотрим. How is she? Ну, на фото. How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Так, подождите, то есть вы хотите мне сказать, что в нее реально стреляли? It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. Слушайте, ну классно, что портрет няни повесили на стену. Джулия может подслушать разговоры, для этого нужно взаимодействовать с дверью. Понятно. The butterfly collection that Daddy made for me. И мне нравится, что в этой игре как бы каждый предмет можно рассмотреть, и Джулия комментирует каждый предмет. Это хорошо. Ну вот давайте как раз вот на эту фотографию еще посмотрим. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Ну, с таким-то отцом, конечно, с генералом. И ясен пень, что The bullet passed сбор right by семьи her такое heart счастье. and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Теперь можем выйти. Так, ну, я ж правильно оделся, в принципе. Или, вообще-то, конечно, одежда не подходит для траура. I'm already dressed. Но другой у нас не было. Точнее, подходящей. There's my bag. Подходящего не было. Thank God. Скорее всего, нам нужно спуститься в самый низ, а возможно, там. Это Let's одежда. hope Lapo's letter is in there. Давайте посмотрим. Так. Ну вот, собственно, то самое письмо, верно? Dear Julia, Да. are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight?
I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. 6934. 6934. I knew he was in 6934. serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Ну, хотя бы объяснила, это уже хорошо. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Ну все, дневник мы прочитали. Что еще? Ну, можем погадать. Император. Жрец. Солнце. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Чему-то научить. Ну, здесь вот как-то более понятно, что ли, она описала этот расклад. Это уже лучше гораздо. Violence against citizens continues in La Romola, and once again General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Poggibonsi, on the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders. Но делать нам здесь нечего, конечно, можем сюда забежать, проверить. Новенького здесь ничего. Давайте тогда спускаться вниз. Нам нужно газетку прочитать, с сестрой попрощаться. Ну и заодно ключик бы найти от этой комнаты. Она, естественно, закрыта. А вот и газетка. Как обычно. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia K., today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Да. New ordinance ban on the use of bicycles. В смысле? Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Ясно. Значит, без велосипеда теперь, Even in друзья. Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo.
The gas has been cut and there is no coal. Да уж, ну и Attempted времечко murder in было. La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Так, ну газетку почитали? Давайте теперь... I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything. Я рассказала няне обо всем случившемся. Она была опечалена судьбой Марты, но в то же время очень счастлива. Я единственная, с кем у нее была особая связь. Я объяснила ей, что хочу попробовать встретиться с белой дамой, даже если эта затея кажется глупой. Но она это глупым не сочла, напротив. Она поведала, что мне нужно сделать, чтобы встретиться с дамой. Это оказалось непросто. Я все тщательно записывала в свой дневник. Кто знает, может, она сделала это только для того, чтобы занять меня, пока решала, что со мной делать и кого предупредить. Но я никогда этого не узнаю, потому что в тот же день на поместье упала бомба, и няня погибла. Все погибли. Мы тоже должны были быть в том доме. Но вместо этого бедная няня. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Теперь можно использовать телефон и куда-нибудь позвонить. Мы, конечно, можем позвонить по всем вот этим вот номерам. Ну-ка. 69... 69-18. Так, из любопытства, знаете ли. А потом уже позвоним по тому номеру из... 69-78, что ли? Carabineri headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Запросить информацию, конечно. Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? Выдать себя за мать. А если она узнает? Она узнает. За мать. I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognise your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. We assume we're with the boy who was killed in the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. Попрощаться. Thank you. Goodbye. Goodbye, madam.
Ну ладно, звонить всем подряд, не знаю, не вижу смысла. 6934 давайте наберем, но прежде, конечно, нам нужно... попрощаться. А, понятно, в часовне, все. Я аж офигел сейчас, думаю, стол здесь? Я в том ли помещении нахожусь? Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Слушайте, жутко вот сидеть потом на этом месте, да, кушать. Сразу представляется... Ой, все. Жуть-то какая. Так, ну давайте тогда наберем этот номер, наверное. Ой. 6934. Четыре. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due... No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. Telegraph. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph. Town on fire. Город в огне. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable? Перерезать кабель и стать шпионом? Ну, не знаю, мой отец немец. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what Ну, to do. конечно, вначале нужно пообщаться с отцом. What were you thinking, Lapo? Блин, помочь партизанам? Да хер с этими партизанами, давайте с отцом, конечно, пообщаемся. Я решила все рассказать отцу. Я очень любила его и просто не могла такое от него скрыть. Я не разбиралась в таких вещах. Я бы сама не понимала, что делаю. Папа сказал мне согласиться с их требованиями и обо всем докладывать ему. Он просил меня не ввязываться в неприятности. Так поступил бы любой отец. Ну, молодец, хороший отец. Чтобы перерезать кабель, мне понадобятся острые ножницы. Швейные вполне подойдут. У нас они уже с собой. Так, осталось найти этот кабель. Он, понятное дело, находится на улице. Так, вниз спускаться смысла я не вижу. А, смотрите. Нужно позвонить всем. Это прям по заданию нужно. Так что, друзья, придется немножко потерпеть. Давайте всем позвоним. Доктор, 6593. Три. Слушайте, хотя бы в этом помещении теперь приятно находиться. Это радует. Ну, осадочек еще остался, конечно. Просто не сейчас и все. Окей. Так, 6938. Дон Атилио. I have nothing to say to Don Attilio at the moment,
Before speaking with him, I have to get a few things straight. Угу. 0782. Ну, друзья, по заданию стоит. Why would I call the asylum? Mummy was there a few years ago now, and I wouldn't know what to ask. To be honest, I don't understand why the number is still here. 6922. What am I going to ask at the town hall? Так, галантерея. 6987. Сейчас. Что я спрошу в галантерее? Hello, Maria speaking. How may I help? А выдать себя за мать? Hello, Miria. It's Irene K. What is this, some sort of bad joke? I know Irene very well, and you are definitely not Ай, твою Irene. мать. Звоним заново. 6987. Блин, чё ж я сразу-то не выбрал подругу матери? Мне показался этот вариант каким-то странным. А сейчас вполне логичным. I've already called this number. Понятно. What use would there be calling Да блин, не again? убирай ты эту трубку. Так, 1185. Последний номер, друзья. И все, и мы отправляемся дальше. I have no reason Ну, to понятно, call Debbie's все. command. Скидывай эту трубку. Ну, зато мы вот всех обзвонили. Хотя, вот смотрите, опять же. Ну, скорее всего, вот это уже все, друзья, пройденный вариант. А вот эти мы, может быть, на следующий день позвоним и что-то узнаем. Так, перерезать провод. Ну и прежде найти телефонный столб, само собой. Так, прочесть дневник. Давайте прочтем дневник, конечно. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Понятно. Понятно. Окей. Вот смотрите, вот он кабель. Можно, конечно, с этой стороны еще пройти посмотреть. Ну вот, собственно, тоже столбец.
О, а мы же сюда не спускались, да? О, да туда надо на лесопеде вообще ехать. А, понятно. Здесь мы были и не раз. Так, давайте взглянем тогда на карту. Ого. Так, велосипед, последнее прощание и кабель связи. Да так даже проще. Давайте, наверное, здесь пройдем. Сильный такой пересвет, да? Сейчас, конечно, нужно будет сфотографировать, да? Что бы это значило вообще? Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Ну да, жаль, конечно. Птичку. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Вот, друзья, знаете, чего я не понимаю? А почему ее сразу нельзя было сюда положить? Вот сразу. Взять и сюда положить. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. И какое-то письмо. Commune of San Casciano, Province of Florence. Понятно. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3. Series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia K. has died, resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K. Don Attilio D. will give the funeral and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Значит, нам нужно будет потом набрать на этот номер. Вот, 6537 добавился. Хорошо. Так, запись в дневнике. Мне нужно что-то, что объединит ее мир с моим. Возлюбленные, чтобы сфотографировать духов и призраков, нужен туман.
Ну, штатив, понятно. И инфракрасные фотографии. У него особая пленка. И остается, друзья, только... That raven is making a big fuss. Ворон. А вон он. Может, его сфотографировать надо? Ну, подождите. Так, ворон нас куда-то ведет, друзья. Ворон нас куда-то ведет. Но нам нужно выполнить еще задание с этим кабелем. Давайте тогда вначале выполним задание с кабелем, а потом пройдем за вороном. И пройдем мы уже в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, поддержите видос лайкосиком. Лайки помогают продвижению видео. С вами был Италии. Всем пока.